Салют всем! Это 9-й выпуск видеопроекта «Вверх». Сегодня вместе с вами мы посетим очередную фризону. Это третья в нашем списке фризона. Находится она в Эмирате Фуджейры. Вместе с моей супругой мы заглянем в Этихад музей. Это колыбель всех Эмиратов с начала их основания. И в конце мы заглянем ко мне домой, где я покажу вам, как мы готовимся к встрече Нового года. Погнали! Для тех, кто только что подключился и смотрит мое видео впервые, напомню, что фризоны в Арабских Эмиратах – это то место, откуда начинается бизнес для нерезидентов Арабских Эмиратов. Мы вам показали уже Дубай Аэропорт Фризон, Дубай Силикон Оазис, а сейчас мы посетим третью фризону – Фуджейра Фризон Authority. Погнали! Раз мы находимся в Фуджейре, конечно же, мы зайдем в главную фризону и возьмем интервью у главного человека этой фризоны. Пойдемте. Фуджейра – это прежде всего портовая фризона. Именно фризона Фуджейра открывает прямой доступ ко всем международным и региональным судоходным артериям. Вблизи фризоны функционирует международный аэропорт и самый большой в регионе судоходный порт. Отличительной чертой юрисдикции является то, что у нее нет требований к минимальному уставному капиталу, нет требований проводить аудит, и, на мой взгляд, она относительно недорогая. Фризона предлагает в аренду виртуальный офис, стандартные офисные помещения, склады или даже землю. Данная фризона хорошо подойдет компаниям, которые хотят сократить свои операционные расходы в Эмиратах. Ну а невыгодная особенность – это 150 километров от Дубая, но при этом она не мешает размещать производство таким брендам, например, как чай Липтон. Hello, Mr. Sharif. Hello, How are you? I'm good. Thank you. Good to have you in here. Thank you. Thank you. Please. В каких направлениях в основном развивается ваша фризона? Во фризоне Фуджейры мы соблюдаем все те же принципы, что и другие фризоны. У нас есть дух традиций, 100% владения, а также свободные денежные транзакции, найм людей и другие удобства. Сегодня мы с моей супругой Машей продолжаем углубляться в культуру и сейчас находимся в музее Этихад. В очередной раз скажу, что Эмираты не перестают меня удивлять. То, как местные жители трепетно относятся к своей небольшой истории, заслуживает уважения. Всего за 50 лет государство смогло выстроить все с нуля и войти в топ быстро развивающихся стран мира, что дало возможность таким, как мы, экспатам, жить, работать и развиваться в этой стране. Представь, всего 50 лет назад местные жители жили тем, что добывали жемчуг и ездили на таких верблюдах. Да, всего 50 лет. А вот эти женщины с непонятными масками на лице. Они металлические, да? Да, вот. Кстати, даже сейчас можно встретить женщин в таких нарядах в моле. Тем, кто только переехал в Эмираты или впервые посетил эту страну, обязательно советую посетить этот музей. Здесь вы увидите, чем занимались эмиратовцы до того, как они обнаружили нефть, и узнаете, что кандуру они носят для поддержания местных традиций. Именно вот этот человек, шейх Заид, 49 лет назад объединил все Эмираты в одно государство. Ну а мы возвращаемся к биг-боссу Фуджейры, который расскажет нам, как все-таки открывать счета в банке, ведь это сейчас так непросто. Среди резидентов фризоны есть русскоязычные компании. Можете ли вы сказать, сколько их и в каких отраслях они в основном работают? Да, нам очень повезло здесь. Зарегистрированы компании из 46 стран, среди которых есть русскоязычные компании. У нас их, я думаю, более 100. Открываешь компанию во фризоне, потом идешь в банк, и у тебя там растягивается вот это открытие счета там, на месяц, на 2, на 3, а может быть и вообще никогда не случится. Вот предварительно мы с вами беседовали, вы рассказывали, что
вы решаете эту проблему по-своему, и компании, которые регистрируются во фризоне Fujairah, они с легкостью открывают счета, и вы в этом им помогаете. Вот расскажите об этом. У нас есть команда, которая сфокусирована на работе с банками. Если мы знаем, что это хороший кейс, многообещающий проект, то команда сопровождает его от А до Я. Мы тесно работаем со многими местными банками в Арабских Эмиратах, а также с Национальным банком Fujairah. Он наш главный партнер в этих вопросах, так как есть прямой диалог и договоренность в таких вопросах. Сегодня я нахожусь в Эмирате Fujairah, и это не самый большой Эмират, но главная его отличительная особенность в том, что здесь есть высокие горы и есть Индийский океан под боком. Это не Персидский залив, где глубина всего 15 метров. Это реально настоящий океан с большими волнами, с живностью и с крутой прозрачной водичкой. Поэтому, друзья, кто не был в Fujairah, обязательно приезжайте. Туристы здесь найдут свое, а бизнесмены найдут свое. У нас есть 3 основные локации, которые ты можешь видеть на карте. Это карта Fujairah. Fujairah на 80% это горы. Горы везде. Добыча очень важна. Здесь вот нефтедобыча, а это главный офис фризоны. И это не одно еще место здесь, возле хайвея. Сейчас мы здесь. У нас есть еще одно место здесь, возле хайвея. Это большая зона для тяжелой промышленности. Если ты посмотришь на Fujairah, отсюда до сюда примерно 10 минут. До любого места можно доехать за 10 минут, так как мы внутри и снаружи города. И в конце, по традиции, арабское чаепитие. Помните, друзья, что встреча с арабскими шейхами в Дубае – это дело непростое. И этот эксклюзив специально для вас. В этом году во время пандемии у всех нас появилась масса времени. Мы все сидели дома заперти. Лично я использовал это время, чтобы читать бизнес-литературу. Я вообще считаю, что нормальный бизнесмен, развитый бизнесмен, он просто не имеет права не читать книги, не читать бизнес-литературу. Лично я это делаю всегда. Я пытаюсь прочитать в год минимум 30 книг. Все гениально просто. Просто начните читать книги. До 28 лет я это делал крайне редко. После я начал жадно впитывать информацию со страниц книг. И моя жизнь кардинально поменялась. Мой бизнес начал расти. Итак, друзья, топ-3 книги по бизнес-тематике специально для вас. Книга первая. Просто будь собой. Рекомендую тем, кто устал быть удобным и хочет просто быть собой. Когда пытаешься прыгнуть выше головы, а получается не всегда, как хотелось, важно сделать паузу. Именно после таких пауз смотришь на свое привычное дело новыми глазами. Читается на одном дыхании. Книга номер 2. «Как генерить свежие идеи» от Дэйва Бирза. Эта книга написана доступным языком и пригодится каждому, кто пережил творческий кризис. Раньше для прорыва в бизнесе достаточно было просто собрать всех коллег и партнеров, устроить мозговой штурм и вуаля, деньги льются рекой. Читать тем, кто в поисках эффективных инноваций и свежего глотка идей. Сейчас креативность – это важная мышца в нашем теле, и ее нужно тренировать независимо от того, кем вы работаете. Книга написана доступным языком для всех и каждого, кто переживал творческий кризис хоть раз. В конце каждой главы есть практические упражнения. Мо Баннелл «Система снежного кома» – это 3-я книга, которую я настоятельно рекомендую вам прочитать. Она не перегружена сложными терминами и оборотами. Как побеждать в бизнесе и превращать клиентов в своих преданных фанатов. Вам достаточно заслужить доверие нескольких людей, и эти несколько расскажут знакомым, а те своим. Это и есть снежный ком, который уже вовсю несется генерить вашу прибыль. Рекомендую особенно тем, кто продает дорогие или сложные продукты. И на мой взгляд, здесь система рассчитана на долгосрочный эффект. Ведь довольные клиенты – это бесплатное средство для привлечения новых, как говорится у нас, сарафанное радио. Просто будь собой. Как генерить свежие идеи? Система снежного кома. Это топ-3 бизнес-книги, которые я настоятельно рекомендую вам прочитать. Если вы их читали, оставляйте комментарии прямо здесь под выпуском. А если у вас есть какие-то другие рекомендации по чтению книг, также пишите в комментариях под выпуском.
Прямо сейчас я слушаю аудиокнигу в одном из наиболее распространенных приложений на мобильных устройств. И это, кстати, очень удобный инструмент для тех, кто ленится читать. Я всегда стараюсь это делать, когда еду в машине, лечу на самолете или просто выдает свободная минутка. А вначале было неудобно, потому что я привык читать, и для меня новый способ принятия информации был немного странный. Но потихоньку, когда ты используешь это каждый день, ты привыкаешь, и это становится реально удобно. Поэтому, друзья, рекомендую, настоятельно рекомендую. Появилась свободная минутка, не хотите читать, хотя бы послушайте. Мы у меня дома. Сегодня культовому предновогоднему фильму «Один дома» исполняется аж 30 лет. По традиции, каждый год я смотрю этот фильм перед новогодними праздниками. И сегодня я продолжу это делать со своей семьей. Кстати, пишите в комментариях, какие у вас предновогодние традиции существуют. Всех поздравляю с наступающим Новым годом, но дальше мы сами. Так что увидимся в следующем году. Пока! А сейчас оставь комментарий прямо под этим видео. Так YouTube понимает, что мы друг другу нравимся. До встречи в следующем году.